Дорогие друзья, скоро наступит великий мусульманский праздник. Праздник жертвоприношения – Курбан. Но в моем доме праздник начинается сегодня. Потому что сегодня у меня в гостях удивительный человек. Дорогой мой гость из Азербайджана, из города Акстафы, Эльмаз Ахмадов. Сегодня помогать в приготовлении этих замечательных 4 баранов будет хорошо знакомый вам Абдулла Салхи. Абдулла родом из Марокко, не удивляйтесь его необычному акценту. Эльмаз будет говорить по-азербайджански, я буду говорить с вами по-русски. Я хотел бы рассказать историю нашего знакомства. В 2008 году я отправился в кулинарную экспедицию в Азербайджан. Что только там не готовили, но шашлык готовили в каждом городе. И когда я приехал в Акстафу, мой старший брат Нариман Кулиев сказал: сейчас один человек придет, шашлык приготовить. Я сказал: ай, Нариман, шашлык не надо, шашлык уже много готовили. Он сказал: нет, такой шашлык ты не кушал. Пришел вот этот человек, тогда он еще был молодой, ему только 44 года было. И приносит с собой вот такой нож, вот такой маленький нож. Я говорю: подожди, у меня хороший нож есть, топор есть. Показываю ему свои инструменты. Он говорит: слушайте, мы же не корову будем бить, мы всего лишь навсего баранов будем резать. Привезли 2 живых барашков. Хотите верьте, хотите нет. Привезли 2 вот таких замечательных барашков. Но уже через 30 минут мы начали кушать шашлык. Полюбуйтесь на фотографии Эльмаза. Вот каким он был 15 лет назад. Вот как он готовил шашлык. Но что я вам показываю? Картинки из книги, которая есть уже у сотни тысяч людей. Потому что эта книга стала очень популярной, в том числе благодаря искусству Эльмаза. Сегодня вы все увидите своими глазами. Смотрите внимательно. Вам нигде больше никогда такого не покажут. Ну что, начнем? Эльмаз, твое слово. Başlayaq, salam olsun sizlərə. Mənim üçün çox gözəl bir gündür ki, Salixan Kiyevlə bir yerdəyəm. Həm də burada ərəb qardaşlarımız, rus qardaşlar, özbək qardaşlarım var. Allah canlarını sağ eləsin. Biz indi heyvanlara başlayaq, hissələrə bölək. İndi baxarsınız. С чего начинаем? Первый et барашка. Bu heyvandan başlayaq. Обычно приготовление любых блюд начинается с сортировки мяса. Ну надо. Zarafat için. Птичку сделал. Эльмаз не просто мясник. Эльмаз не просто шашлычник. Это художник. Посмотрите, из куска мяса он сделал птичку. Это просто удивительно. Как он находит предметы для искусства среди обычной туши мяса. Вообще, основная профессия Эльмаза – это, конечно, готовить на свадьбах. И бывают свадьбы, где ему приходится готовить из 7 баранов за один день. Бывают свадьбы, где он готовит из 30 баранов, из 40 баранов Тюльпан. за один день. Тюльпан. Когда он готовит, такие клубы дыма поднимаются в небо, что я даже опасаюсь, как бы к нам сегодня пожарники не приехали. Еще одна птичка. Обратите внимание, насколько уверенно Эльмаз проходит ножом между суставами. Просто вообще. Вот, ну, хирург, настоящий хирург. Mən hərdən insanları zarafatla Allah deyirəm. Bizdə isə lapa medveda. Если бы меня сегодня кто-нибудь попросил обозначить, кто такой Эльмаз, я бы сказал: это художник по мясу.
Biz balaca vaxtı Nupaqadiyə baxırdık. Nu Volk. Bu kimdir? Bu kimdir? Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Он взял баранью шею, и он сделал из нее Nupaqadi. морду волка. Siz buradasınız. Mən həyecanlanıram. Belə eləyir ki, bu tam krovna stansiya, хорошо və yaxşı pişir arasında. Ona görə belə yaxşıdır. Сюда. Понимаете, что он делает? Он берет большим пальцем, протыкает кусок мяса, организовывает внутри него отверстие и только потом уже пронзает шампуром. Говорит, чтобы лучше мясо пропеклось. Мне это удивительно. По-моему, это нарушает все правила приготовления мяса. Но великие мастера, например, такие как Шумахер, не нуждаются в правилах дорожного движения. И великий мастер, такой как Эльмас Ахмадов, не нуждается в кулинарных правилах. Посмотрите, как красиво это выглядит. Но это только начало. Понимаете, да? Понимаете, что он делает? Он взял, надрубил кусочками вот эти вот ребрышки и свернул ребро в кольцо. Баранье ребро свернул в кольцо. Kebabı pişirən yağdır. Kebab yağlı olanda yaxşıdır. Я хотел бы обратить ваше внимание, что он работает с чистым мясом. Ни соли, ни перца, пока ничего я не вижу. Həmişə deyirlər bel yaxşıdır. Bundan yaxşı ət mən sizə çıxardacağam. Bizim babalarımız onu yiyir. Rəhmətli atanız yiyir. Onlar dərikli qavalı. Bu burada. Bax buradan çıxardacağam. Qoy buradan çıxardım belə keçsin. Выделяет самые лакомые кусочки, которые находятся непосредственно возле кости, возле тазобедренного сустава. Bax, bu hissə oradan daha dadlıdır. Bu bel buradan. Ət çox gözəldir, çox yaxşı yağlı kebablıqdır. Başlayaq. Deməli, bir dənə də quzu lazımdır bizə. Götürək. Ya Allah. Посмотрим, Степан. Какой стороны будет это хорошо. Мастер нуждается в еще одном барашке. Говорит, для того, чтобы приготовить следующий шашлык, мне надо 2 барана. И вообще, Эльмас из одного барана я еще не видел, чтобы он готовил. Минимум 2 барана ему надо. O həyəcanmağımı da deyil. O ki, incələ demədim, əlimi vururam oradan alım ver. Подойдите, пожалуйста, поближе. Подойдите поближе и посмотрите, что он делает с мясом. Вырезал лимфоузел пока что. Да? Вот я должен показать. Пожалуйста. Смотрите, видите, лимфоузел, он моментально нашел его. Сразу вырезал, убрал. Поразительное знание устройства каждой части барашка. Берет и просто руками отсоединяет мышцы. Гёстару, да? Видите, абсолютно 2 одинаковые мышцы из барашка вытащил. И теперь с ними что-то продолжает делать. Ага. Страшный, ужасный сон вегетарианцев, зоозащитников и прочей нечисти. Yenə ikisini çıxardım, 4 dənə olanda daha yaxşı olacaq. Arasında çıxardım. Хорошо. Bunu biraz bərdən vurmaq lazım ki, bura pozulmasın. Ona görə bunun altından çıxartmaq lazım. Не понимаю, вот есть нож, а он берет и отрывает мясо. Отрывает мясо руками. Лопаточная часть. Рулька. Ага. Чуть-чуть от плеча. Mənə deyirlər ki, işte, nə eləyək ki, qonaqlıq yaxşı keçsin. Deyirəm, quruq deyir, o nə yeməyidir. Deyirəm, Göster, o надо. o da çıxdı. Göster, Это- камерой да. göster. Это стали Ханчо привели из Сибири, это лапа медведя. Ya adını A'ya pəncəsi qoymuşam. Ну, просто один не хватает, надо снимать, да? Так поставлю. Когда повара работает, повara deyirəm ki, bu ayının dırnağıdır. Deyir, praş, adını da, birini mənə ver, aparım deyir, nəvəmə verim.
Поняли, да, что он сделал? Şu adam. Еще один палец надо ему где-то найти из другого куска мяса. Потом сделает. Но Это можно поставить. Ну, это не другой, ну. вот она. Вот она. Лапа пятерня медведя. Медвежий след. Видали такой шашлык? Медвежий след. Бараньи ножки. Голяшки, рульки от задних ног, от передних ног. Самая нижняя часть. Я обычно такое мясо либо тушу, либо варю, либо обжариваю очень глубоко и затем тушу. Ну, например, для плова очень вкусно получается. Но я видел только одного мастера, который умеет приготовить из этих частей шашлык. Я сначала не верил, что это вообще возможно. Но когда я увидел, как это делает Альмаз, я понял, что да, таким образом шашлык получится. Подойдите поближе, посмотрите, пожалуйста, что он делает. То есть вот он надрезал вот эту часть, видите, да, эта часть мякоти, и сюда вовнутрь прячет кусочек курдюка, чтобы стало более ароматно, чтобы стало сочно. Смотрите, смотрите, нет, у меня этого никогда не получится. Я сразу скажу, я сдаюсь, у меня такого никогда не получится. Это получается только у Ильмаза. Завернул туда кусочек курдюка. Просто посмотрите, посмотрите, как это красиво. Но если это так красиво, неужели это можно приготовить, чтобы было невкусно? Нет, конечно. Особенно... Что он делает? Что он делает? Теперь он берет лопатку. Лопатку. Сакральное место бараньей туши. И что же он хочет сделать с этой лопаткой? Bir dənə qavarğa düzəldək, sonra lüləyə bundan vurmaq olar, boşaldıq, vuraram, bir də ət gözləmək şey olur. Oldu, başladı. Nəsə mənə deyir orada, nəsə var, sonra nəsə tələ vaxtı yoxdur. Orada nəsə deyir ki, orada nəsə bir şey eləmək olar. Hələ ki tapmamışam. По его глазам я вижу, вот он смотрит на мясо, и у него возникают какие-то идеи. Что еще можно приготовить из этого мяса? Какую фигуру вырезать из этого мяса? Да, Эльмаз Ахмадов, художник по мясу. Народный скульптор Азербайджана, честное слово. Понимаете, вот эти японцы хорошие люди, очень умные. Берут листочек бумаги и скручивают из него любые фигуры. А мы, азербайджанцы, я имею в виду Эльмаз Ахмадов, да, берем мясо и делаем фигуры из них. Кто круче, японцы или азербайджанцы? Правду говорите? Так, что это будет? Buna olacak. Ну, как durna qatarı formasında сам покажет. Понимаете, да? Он говорит, вот режу, а мясо само покажет, что из него сделать. Bunu da kəsəndə lazımdır. Bunu sümüyün solundan, 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 solundan. Dəyişik düşəndə əyri düşür. Gərək bu tərəfdən kəsdim mi? Bunu da buradan, bunu da buradan. Şiş keçsin. Keçəndə buradan keçsin, buradan keçsin. Əyri olur o dəqiqə. Yəni düz gəlməyəcək. Я поражаюсь точности удара топора. Каждый раз именно туда, куда надо. Если бы я рубил, мне бы один раз левее, один раз правее, плюс-минус километр, понимаете? И еще раз. Вот это мясо, посмотрите, оно же и без того нежное. Оно и без того нежное. И он взял и сделал из него вот такие вот очки. Просто пальцами взял и продавил мясо в мясе, в этом мягком, нежнейшем мясе, сделал отверстие. Я говорю, зачем? Я не понимаю. Это против всех правил. Он говорит, так будет лучше. Bura tez pişir, bura ətli gec pişir. Ona görə burada ucu qan qalmır. Belə rahat pişirmək olar. Ancaq toylarda yəni burada pişirəsən. Bu pişirməkdir, elə bilən ki, qan qalmır. Вот я не согласен с его мнением. Он говорит, что вот эта часть ребрышек, она готовится быстро, по-моему, наоборот. А что вот эта часть, здесь мясо, готовится медленнее, и когда он готовит на слабе, что там в этой части мяса не должно остаться ни кровинки. Да? И для того, чтобы уравнять скорость приготовления этой части мяса и ребрышек, он проделывает эти отверстия.
Я не согласен. Это неправильно. Но каждый раз, когда я кушаю шашлык, который вышел из-под рук Эльмаза, у меня нет слов. Ya первый раз ya izləyirlər. Birinci dəfə də eləyirəm prost maraq üçün, özüm belə prost taxıl. Onu başqa şey də qoymaq olar maraq üçün. Nə istəsə. Машаллах. Машаллах. Можешь укладывать. Дорогие друзья, у нас в принципе все готово. Можно подавать на стол и приглашать самых дорогих, самых лучших, самых заслуженных гостей. Плов. Без плова, без риса мы гостей не встречаем. Плов сюда. Все готово, дорогие гости. Заходите. Так. Я в последнее время начинаю угощать не со старших, а самых младших. Вот такой аппетит, как у этого мальчика, у него вообще ни у кого из нас уже больше никогда не будет. Самый лучший аппетит у него. Пусть он начинает кушать, пусть он попробует. Где еще один гость потерялся? Салам алейкум, Фархат родной. Садись, пожалуйста, на почетное место. Эльмаз, Гяль, Отур. Абдулла, Отур. Давайте, кто-нибудь еще, садитесь, операторы. Давайте, будем пробовать. Мясо, люля-кебаба, плова, все сколько хочешь. Вот зелень стоит на столе. Давайте. Но я на самом деле, конечно, желаю же вам всем больших кулинарных успехов. Разбирайте, давайте, берите. Больших кулинарных успехов всем желаю. Желаю всем приготовить шашлык не хуже, чем у Эльмаза. И, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита. Слушайте, такой шашлык вилкой, ножом кушать — это преступление. А, мы же не преступники. Давайте вот так кушать руками. А? Очень сильно. Операторы, режиссерская группа, давайте, пожалуйста. Просим за стол, просим. Пока по-хорошему. Вот так, Тимурчик, устроено телевидение. Ждешь с утра, целый день, до вечера. В кадре тебе показывают 3 секунды.